Всем привет! Вы на канале Вуаля Аз, и с вами я, Ирада. Друзья, сегодня я хочу приготовить поразительно вкусный, душистый, ароматный, открытый пирог-пиццу. Всем приятного просмотра! Гостей приглашаю подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые вкусные, полезные и практичные видеорецепты от Вуаля Аз. Для приготовления пиццы в первую очередь нужно тесто. Сегодня я использую дрожжевое тесто-полуфабрикат, которое приготовила сама. При желании можно купить готовое тесто-полуфабрикат. Для тех, кому интересен мой рецепт универсального дрожжевого теста-полуфабриката, оставлю ссылку внизу под видео и на верхнем углу экрана. Помимо теста мне понадобятся свежие помидоры, болгарский перец, репчатый лук, обжаренный фарш, твердый сыр, соль, корица, перец и базилик. Для пиццы подойдет как сушеный, так и свежий базилик. Я сегодня использую сушеный базилик. Итак, начинаю с теста. С вечера я достала тесто из морозильника и, переложив его из герметичного контейнера в более широкую посуду, положила в холодильник. А утром вытащила дрожжевое тесто из холодильника и дала ему согреться. При этом даже нет необходимости укрыть тесто пледом. Комнатная температура будет более чем достаточно. Теперь раскатываю тесто и перекладываю его на противень. Для этого я задействую силиконовый коврик. Мне так удобно. Вы можете сделать это любым удобным для вас способом. В конце-то концов можно раскатать тесто прямо на перевернутом противне и затем, начинив пирог на этом же противне, отправить его в духовку. Я тесто раскатала, переложила его на противень. И теперь на 10-15 минут оставляю тесто на расстойку. А чтобы тесто не обветрилось, укрываю его этим же силиконовым ковриком. Пока займусь другими ингредиентами. Бланширую помидоры. Заливаю помидоры кипятком и оставляю в сторонке на несколько минут. У лука снимаю шелуху и кладу его в холодную воду. К этому времени кожура у помидор уже отошла. И я с легкостью снимаю кожуру у помидор и тоже оставляю в сторонке. Я для пиццы помидоры режу толстыми дольками, поэтому снимаю у помидор кожуру. Иначе при выпечке кожура у помидор отходит. Помимо того, что это полностью портит картину, придает пицце неопрятный вид, такие помидоры в пицце трудно и не очень приятно есть. Но если вы собираетесь не резать помидоры, а пропустить их через блендер, то в том, чтобы бланшировать помидоры, нет необходимости. Теперь режу лук. Для пиццы я лук режу в основном тонкими кольцами, а краешки перьями, они тоже пригодятся. После чего лук слегка солю, мну и оставляю в сторонке. Через пару минут лук пустит сок, станет вялым, благодаря чему отлично пропечется. Друзья, мое первое знакомство с пиццей произошло в конце 80-х. У нас тогда в годы перестройки стали появляться первые иностранные журналы на русском языке. Я наткнулась на рецепт пиццы в одном из таких журналов. Это был фэшн-журнал, и рецепт пиццы сразу зацепил меня почему-то. То ли это было совсем что-то новое для нас, для советских людей, то ли богатый список овощей. Может, пицца взяла меня своей яркостью, не знаю. Но я приготовила пиццу по этому рецепту буквально на следующий же день после того, как взяла в руки этот журнал. У болгарского перца снимаю семечки с помощью специального гаджета и нарезаю их кольцами, а краешки соломкой. Твердый сыр тру на крупной терке и также убираю в сторонку. Хочу отметить, что обычно для пиццы я одновременно использую красный и зеленый болгарский перец. Во-первых, да, это придает достаточно яркий и красочный вид нашей пиццы, а во-вторых, и самое главное, у каждого из этих сортов болгарского перца свой специфический душистый аромат, а это в свою очередь придает обалденный аромат пицце.
Вот несмотря на то, что я помидоры почистила в самом начале, нарезаю их в самом конце, чтобы они меньше пустили сок. Сегодня очень многие хозяйки предпочитают положить помидоры в пиццу в пюреобразном состоянии, пропустив его через блендер. Даже моя дочка, будучи молодой хозяйкой, любит готовить пиццу так. Но я как-то предпочитаю нарезать помидоры и достаточно толстыми кружочками. Вы действуете на свое усмотрение. Все ингредиенты для начинки готовы. Тесто тоже подошло. Собираю пиццу. Первым самым нижним слоем накладываю обжаренный фарш полуфабрикат. Друзья, в одном из предыдущих видео я делилась своим опытом, насколько удобно, практично и выгодно приготовить такой полуфабрикат, как обжаренный фарш. Вот и сегодня для пиццы я использую обжаренный фарш полуфабрикат. Для приготовления пиццы такого размера, а это достаточно немало, уходит всего 250-300 грамм обжаренного фарша. Согласитесь, не всегда охота заморачиваться из-за такого количества фарша. Куда удобнее сразу обжарить 1,5-2 килограмм фарша, затем порционно собрав его по герметичным пакетикам или контейнерам, применять в разное время и по назначению. Ссылку на рецепт обжаренного фарша полуфабриката оставлю в подсказке на верхнем углу экрана и внизу под видео. Вторым слоем накладываю репчатый лук. Очень важно вот эти два слоя хорошенько припрятать под другими ингредиентами, а точнее под помидорами. Именно благодаря соку помидор эти два слоя останутся сочными. Иначе и лук, и фарш подсыхают при выпечке, и пицца получается суховатой. Говорю вам из собственного опыта. Солить эти два слоя не буду, так как они в меру соленые. К разговору о 80-х. Для тех, кто плохо себе представляет, что такое конец 80-х, начало 90-х, объясню, что с продуктами была напряженка, мягко говоря. Это был март месяц, свежих помидор и болгарского перца даже в такой зеленой стране, как Азербайджан, не было. Вернее, они были в каких-то крутых по тем временам рынках, но по бешеной цене в разы дороже, чем мясо. Сегодня такое тяжело укладывается в голове, и слава богу. Мне пришлось положить в пиццу консервированные помидоры в собственном соку и маринованный перец. Но все равно пицца получилась очень вкусной. На удивление, все были в восторге, и следующим летом я чуть ли не через день готовила пиццу. С тех пор мне попадались разные рецепты пиццы. Что-то из них я игнорировала, что-то применяла в своей кухне, но вновь и вновь возвращалась к этому простейшему рецепту. Друзья, по ходу я посолила верхние слои и, предварительно помешав все пряности в отдельной миске, насыпала их сверху пиццы. Теперь щедро насыпаю тертый сыр и последний ингредиент – сушеный базилик. Вот такая вот красота получилась. Теперь отправляю эту красоту в заранее разогретую духовку и пеку 20-25 минут в режиме нагрев снизу с конвекцией. Прошли чуть больше 20 минут и вуаля! Вот такой вот вкуснейший, сытный, душистый и ароматный открытый пирог-пицца готов. На кухне стоит обалденный аромат. Пицца волшебная. Наверное, поэтому она имеет свойство исчезать на глазах. Друзья, а попробуйте и вы приготовить вот такую вот пиццу для себя и для своих близких. Ведь ничто не заменит домашнюю кухню. Пицца готовится из самых подручных продуктов, которые имеются практически в каждом доме и в каждом холодильнике. На его приготовление уходит минимальное количество времени, самый простой и доступный набор продуктов. Я настоятельно рекомендую вам приготовить вот такую вкуснятину. Всем приятного аппетита! Друзья, я была рада поделиться своим рецептом и опытом приготовления пиццы. Очень надеюсь, что мое видео понравилось вам. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Или просто заходите в гости. И рада вам, всегда рада. Пока-пока и до новых встреч!